Война. День 434. Ситуация на фронтах. Последние дни участились взрывы в тылу России. Причем география этих взрывов довольно широка. От Петербурга и Брянска на севере до Севастополя и Тамани на юге. Удары в основном направлены на логистику, а именно железную дорогу и нефтебазы. Сказать, что нанесенный урон может как-то сильно повлиять на фронт, будет неправильно. Но в то же время в сильно централизованной системе на устранение последствий требуется время, и быть может несколько дней нехватки горючего из-за сгоревшей нефтебазы или же невозможности перевести эшелон из-за взорвавшихся колей могут стать довольно важным фактором в конкретном месте и времени. Воздух. Сегодня ночью был нанесен удар дроном «Камикадзе» по Кремлю, что зафиксировали камеры. Впоследствии взрыва никто не пострадал, в частности и Путин, о чем сообщили СМИ, что, впрочем, и не удивительно, ведь взрыв был не в бункере, поэтому не совсем ясно, с чего бы Путин мог пострадать. В последние дни Россия пытается наносить ракетные удары по нефтебазам Украины. Большая часть ракет и дронов удается перехватить, но имеется попадание по нефтебазе в Крапивницком и Павлограде. Видимо, россияне таким образом также пытаются повлиять на логистику украинских войск. Но в этом плане Украина более подготовлена, так как прошла кризис прошлого года. А учитывая, что из-за этих ударов не появилось проблем с топливом у мирного населения, как прошлой весной, можно считать, что у военных такой проблемы нет и подавно. Восток. Сегодня произошел очередной взрыв на железной дороге в Брянской области. За неделю это уже второй состав с цистернами сошел с рельс. Также удар БПЛА был нанесен по авиабазе возле Дубровки. Сообщается о повреждении стоящих там самолетов. Со стороны России продолжаются приграничные обстрелы с использованием авиации и артиллерии Черниговской, Сумской и Харьковской областей. По линии Сватово-Кременная локальные бои без продвижений, как и на правом берегу Северского Донца. Дальше, в течение последней недели, российские войска продолжали постепенное продвижение в Бахмуте. На данный момент украинские силы удерживают лишь небольшой участок многоэтажек на западной окраине города, который находится под угрозой захвата наступающими российскими войсками. Россияне значительно продвинулись к западу от железнодорожной станции и взяли под свой контроль почти весь юго-западный жилой район. Кроме того, Россия добилась успехов на севере города. Вероятно, украинские силы отошли с более уязвимых позиций в этом районе. Если Украина не сможет остановить натиск российских сил, то весьма вероятно, что в ближайшие 2 недели они потеряют оставшиеся позиции в городе. Стратегические последствия этой потери еще предстоит увидеть. Хотя Бахмут стал опорным пунктом для украинской армии, которая на много месяцев успешно замедлила продвижение россиян мимо города. Это позволило построить новые оборонительные рубежи за городом в рамках подготовки к его захвату. Важно отметить, что Украина утверждает, что не намерена отказываться от города, несмотря на сложную ситуацию в нем. Дальше сообщается о боях в районе Авдеевки, а россияне даже заявляют о украинской контратаке, но кадров, подтверждающих это, не было. Юг. В Херсоне с 5 мая с 20 часов объявляется комендантский час, который продлится аж до 6 утра 8 мая. В это время всем гражданским будет запрещено находиться на улицах. По заявлению властей, эта мера необходима для зачистки города от диверсантов. В то же время эта мера может быть направлена на то, чтобы предотвратить сливы о перемещении войск в городе. А быть может и для того, чтобы противник думал, что там собираются проводить какие-то перемещения, которые пытаются скрыть. Россияне продолжают обстреливать правый берег Днепра, от чего страдают мирные жители. Сегодня утром в Тамане на территории России произошел взрыв на очередной нефтебазе. Хотя, казалось бы, это в самой непосредственной близости к Крымскому мосту, где должна быть серьезная противовоздушная оборона. Впрочем, как и в Москве. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями. Не забывайте подписываться и становиться спонсором.